get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know, my wrath, my blood boils. Йоу, всем здорово, друзья! Сегодня наш следующий, по-моему, четвертый, да? Четвертый? Четвертый выпуск по мотопутешествиям, и сегодня мы поедем, как мы обещали, через друзов, через их деревни, в другую сторону города. Будет много серпантинов, будет немножечко восточной кухни, будет весело. Подписывайся на канал, ставь лайкось, будь счастлив и так далее. Погнали! Мария Лева, чем это вы тут занимаетесь? Нет, я тут выгружаю новые сумочки, проверяю Новые сумочки. Ага, тут у нас что? Ладно, ребят, собираемся и просто погнали. Все, друзья, погнали. Масяо, привет! Погнали, нам надо, значит, заправиться, потому что нифига не осталось бензина с этой работы. Пока мы едем на заправку, чтобы начать, я вам расскажу, короче, Хайфа. Мы с вами были со стороны Хайфы, въезд в Хайфу, значит, много раз там были, с его южной стороны. Несколько раз выезжали, на самом деле на все наши путешествия до сих пор выезжали с его северной стороны. И один раз мы с вами на вот этом вот выпуске были у друзов, это была, ну, восточная сторона получается, и остается только западная, которая является, в принципе, морем. И вот это вот, значит, наша восточная сторона, в ней есть выезд на эти две деревни друзов. И мне было интересно, куда ведет эта дорога, потому что я знаю, куда можно выехать с дороги выезда южного, северного выезда, но вот с восточного я лишь примерно знаю, куда можно выехать. Поэтому мы просто, как называется наш сезон, куда глаза глядят, поедем по ней, вот куда она доведет нас. $73. Кстати, бензин опять вырос. Бензин вырос опять. Все, погнали. Вот ребята продают флаги в честь Дня независимости. Погода продолжает удивлять в Израиле. Не знаю, видно вам или нет, но там мы сейчас наверху будем проезжать, точно будет видно. Там туман жесткий, очень низко облака. Все потому, что сегодня довольно прохладно, аж дождик обещали. Между делом, вчера было 36 градусов тепла днем. Сегодня, по-моему, 21. 23-21 сегодня, да. Израильская погода — это нечто. Ну, сейчас наверх поднимемся, будет видно вообще этот туман. Так, ну на самом деле, на первый взгляд, не совсем так, как я ожидал, что прям будет туманисто. Может, дальше проедем будет. Сейчас посмотрим. Но это уже типа верх горы. Высота горы, кстати. Какая высота горы Хайфа? 400 с небольшим метров, говорит. Ну, такая, ну, горочка. Ну, видно чуть-чуть видно, что вот верхушки здания, особенно вот того последнего, это универ, что там немножко туманчик. Ну, то есть, это не туман, это просто как бы, ну, хотя туман, наверное, то же самое, просто облако там проходит, вот и все. Ну, да, вот. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know, my wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. Так, значит, что будет? Масяо на работе у себя, у нее есть клиентки друзки, правильно? И я попросил ее еще с прошлого выпуска, как мы решили, что будет мотопутешествие. Покажись нам, маленький человечек. Что будет мотопутешествие, я знал, и попросил ее расспросить у ее клиенток, у друзок обо всем. И поэтому по ходу дела, как мы будем ехать, она вам будет рассказывать, значит, то, что она знает. И для этого нам надо поменяться шлемами. Йомасяо, йомася, йомасяо, йомасяо, йомася.
Садись. Тю-тю-дю-дю. Сижу. Далее. Все, забыла все, что хотела рассказать. В общем, друзы народы интересные. У них есть религия, которая очень секретная. Даже сами друзы о ней особо не знают, пока не вступают вот в ряды религиозных людей. Вон какие все грязные после наших песчаных бурь. Насчет религии, что, да, известно, что им можно рассказывать. Они верят в одного Бога, и они очень любят все религии, которые тоже верят в одного Бога. Они очень не любят, как сказать, кицуни. Кого? Кицуни. Да, они очень не любят крайности. То есть они не любят, когда вот то, что у нас происходит за религию, то, что идут какие-то теракты или какие-то войны. Они просто любят всех, кто верит в одного Бога. А вон там реклама как раз то, зачем мы едем. О. Вот так выглядят религиозные мужчины. У них белая шапочка на голове и вот такие вот штаны интересные. Насчет штанов всегда говорили, слухи, потому что никто ничего не знает о религии, всегда ходили слухи, что это для того, чтобы мужчины рожали. У них по религии якобы спаситель мира должен родиться у мужчины, поэтому они ходят в этих штанах, чтобы если вдруг мужчина родит внезапно и ребенок вывалился, чтобы и не упал из-за юбки, и не задохнулся из-за штанов. На самом деле это бред. Я спросила, девочка рассмеялась, у которой я это спросила, и говорит, что на самом деле это сделано из-за скромности, чтобы как женщина должна быть скромной по большинству религий, так и мужчина должен быть скромный и ничего не должно выпирать. Довольно мило. Носят наряд только сильно религиозный, которые вот посвященные в религию. А большинство людей как обычные. Друзы в большинстве своем очень-очень любят Израиль. Из-за того, что Израиль им дает свободно верить в свою религию, не придирается, вот разрешает им свои школы на своем языке, на свои темы. Большинство друзов тоже служат в армии, и очень-очень много друзов полицейских. Так, на самом деле план был взять вот эту вот вкусную штуку, кнафы, и поехать куда-нибудь дальше на серпантины в лес поесть. Но тут сегодня относительно мало народу. И очень сильно ветер. Да, обычно намного больше народу, поэтому мы, наверное, сейчас вот тут вот сядем и покушаем. Да? Что касается цепи, Маша, наверное, рассказала, что они все такие хорошие, приятные и все такое, но на всякий случай поставлю цепь. Да? זמנה אישית כזאת, כן? מנה אישית, כן. עם גלידה טורקית. כן? 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 פעמיים. ועושים ליד הכנף איזה משהו, שתייה חמה קרה. אני אשמח לקפה. קפה. Апух. הפוך. יש? הפוך. Ой, мы заказали то, за что Мася меня бы очень больно побила, если бы я без нее на том выпуске поехал и ночью. кушал бы. Сейчас покажем вам, что это такое. Вот так подают чай и кофе на Востоке. Вот так, видишь? Кофе, чай, мята, тарелочка, гламур. Мася, я, мопед. Подали нам нашу вкуснятину. Вот так вот там идет сыр внутри. Сверху это что-то по типу макаронов, таких тоненьких, сладеньких. Мороженое и сыпется орешками. Вот сейчас будет кушать. Я не перевариваю молочное, будет весело. Смотри, она рыжая, как твоя борода. Вкусно. Вкус похож на что? Ну, во-первых, сахар. Очень сладко. Вкус как будто очень сладкий. Абсолютно не кислый, но очень сладкий, горячий сыр Филадельфия. В макаронах, которые очень тонкие, и их пожарили.
Какой-то такой. Тянется. Очень-очень сладкая штука. Макароны хрустящие и сладкие очень. И соленый сыр. Он прям сильно соленый. Вот такой вот. Я бы сказала, как моцарелка, только соленая и вкуснее. Вот она. В общем, офигенная штука. Всем советую. Первым делом. Ну а тем временем мы перекусим, покушаем и продолжим наше путешествие. Все, ее уже не оторвать, она уже там. Все, покушали, собираемся ехать дальше. Состояние просто взрыв сахара, потому что там до хрена сахара, прям много. Ну и плюс я вот не перевариваю молочное, но дело в том, что весь кнафе и сыр, и морожка из козьего молока. Козий сыр. Поэтому мой желудок слегка в недоумении, чувствует, как будто его надурили. Ну и плюс конкретно здесь кнафе можно поесть и в израильских поселениях, но как конкретно здесь оно свежее, его готовят с нуля, это не заготовки, поэтому как бы даже для тех, кто не переваривает молочное, это может быть, ну так, неполноценным, но вариантом попробовать. Едем дальше. Они крутят на большом рекламном щите. Надеюсь, было видно. Крутят на большом рекламном щите всех погибших в войнах. И не только в войнах. Но во время вот службы либо в армии, либо в полиции Израиля. Женя вам уже рассказывал, что у них категорически запрещено смешение кровей. То есть у них можно жениться только на своих же. То есть нельзя любому друзу нельзя жениться или выходить замуж за кого-то, кто не является друзом. Но бывает часто, несмотря на то, что вот у них довольно арабская внешность, бывает довольно часто девочки с голубыми глазами и мальчики. Вообще народ с голубыми глазами, со светлыми волосами, светлой кожей. Насчет местного флага. У них есть свой флаг, то есть они живут под израильским флагом, вот под страной, но у них свой флаг есть, он висит на многих столбах. Он там зеленый, красный, желтый, синий и белый. На самом деле у них есть еще знак, вот Женя его куда-нибудь вот так вот прикрепит, там звездочка, такая цветная, пятиконечная звезда. Вот видите, израильские и друзские флаги. Здорово! Че, скучали? Значит, на самом деле тут начинается, ну, лично для меня, как для водителя, самое большое путешествие, потому что я никогда в жизни не ездил вот до этого момента уже и без понятия, что будет дальше. Но в этом и суть сезона, куда глаза глядят, мотопутешествий наших, поэтому погнали, чё! Так, ну на самом деле вот мы как бы и приехали, на самом-то деле. Я даже более-менее понимаю, где мы. Да, реально, мы доехали просто до города Йокнам, который, кстати, ну в упор впритык почти с городом, с местом, там где мы были, Мегидо. Там, где мы ехали на речку, которая оказалась очень маленькой. И был выпуск там, где было очень много оффроуда. И это вот здесь. То есть мы просто объехали всю Хайфу с другой стороны. И я предлагаю просто поехать дальше вперед. Где-нибудь остановиться, решить, чего делать дальше и куда ехать. И все. Погнали. Слышу голос из прекрасного далека. Голос
Слышу голос и манящая дорога кружит голову, как в детстве карусель. Прекрасная далеко небо. Тут тоже друзы, смотри. Начинаю понимать, это место называется Далия, а то место называлось Далия-Тель-Кармель. А гора, на которой построена Хайфа, называется Кармель. То есть, наверное, в переводе как-то Далия-Тель-Кармель это Далия на горе, а это Далия. Потому что мы уже не на горе. И опять олени. Пахнет как кнафе на вкус был. Очень сильно пахнет козами или чем-то подобным таким. Обалдеть, как прикольно. И в солнечный день было бы не так прикольно, как сейчас. Облака очень кстати. А не пора ли нам, Мария, свернуть с дороги и посмотреть, как этот вид выглядит оттуда сверху? Ну что ж, тогда в игру вступает доля оффроуда. Погнали! Так, я думаю, это отличное место, чтобы сделать крутую фотку. Так, ребят, это отличный момент, чтобы сказать спасибо всем тем, кто нас поддерживает донатом, денежкой, чтобы это все могло быть, собственно, потому что, как я уже говорил, мотопутешествия затратные. Это бензин, это выходные, это много времени, много усилий. Спасибо вам огромное, что вы даете нам возможность это делать. Поддерживаете нас монеточкой и донатом, который можно найти в комментариях, ссылочку. Спасибо, ребят, вы лучшие. И чтобы вас еще больше благодарить, мы решили делать такую фичу. Мы будем снимать вот такие вот фотографии, как вы видите сейчас, по ходу путешествий. Мы будем лично их подписывать с наилучшими пожеланиями и благодарностью от нас с Машей вам. И отправлять вам по почте в любую точку мира. Спасибо вам еще раз. Мы сейчас посмотрели по карте, потому что хрен его знает, куда ехать, вообще без понятия. Мы посмотрели по карте, где мы находимся. Да, вот они мы. Мы планировали вот как-то вот так вот попасть обратно в Хайфу. А оказывается, что вот тут, вот прям тут, Ум-эль-Фахем, Дженин. Вот сейчас расскажет, что это такое. Ум-эль-Фахем, Дженин. Ум-эль-Фахем еще хоть как-то ладно, а вот Дженин это... Ну, конкретно вражеская территория. Если вы видели клип первый про друзов, там, где мы слегка коснулись в мотовлогах, посмотрите обязательно, вот они тут. Там я показывал кадры, которые сейчас происходят в Дженине. И если бы мы сейчас не посмотрели на карту, буквально километров 30-25 дальше прямо, и мы бы оказались на вражеской территории. Поэтому разворачиваемся, едем обратно. Типа граница какая-то есть, но хрен его знает. Это граница, кстати, это не просто граница, это граница не Израиля, а Израиля с Палестиной, поскольку Палестина не совсем таки признанная страна, но как бы условная граница. Им давали такую возможность, сами выбрали. Но мы возвращаемся полпути по песочку обратно и съезжаем на главную дорогу и продолжаем по ней, чтобы выехать с другой стороны, на южную сторону въезда в Хайфу. Так, ну все, ребят. Очень здорово, что мы посмотрели на карту. Прям очень здорово. Иначе могло было случиться не очень хорошо, в общем-то. Но теперь мы более-менее примерно, ну очень примерно знаем, куда мы едем. Но для этого надо вернуться на ту главную дорогу асфальтированную. Поэтому осторожненько спускаемся это все и погнали. Да, вниз, конечно, на дорожной резине особенно. Намного сложнее ехать, чем вверх. Загруженным тем более. Но ничего. Потихонечку, помаленечку, осторожненько.
Ну вот и все, хорошо. Мы снова в деле. Ага. Но это, видимо, ненадолго. Спросить бы его. Шалом. אנחנו רוצים איכשהו להגיע לזיכרון, חיפה, לשם. לא? יש שם פנייה, אתה יודע? הבנתי. טוב, תודה רבה. Типа отсюда не проехать, а поворот, который был сзади, который там был, он ведет на на военную базу, через которую нас, соответственно, тоже не пустят. Мы не очень далеко от границы с так называемой Палестиной. Ну ладно, будем искать дальше. Непокорная моя любовь любит не меня уже который год. Те же стены и цветы, те же люди и стихи, те же мысли и слова. Так, ну, из последних, значит, новостей и событий. Мы вернулись вплоть до деревни Далии, которая не Эль-Кармель, а просто Далия. И попробуем проехать через нее, но это не точно. На Масе первый раз в жизни накакала птичка на шлем. И остается только надеяться, что мы отсюда выберемся, и вообще, что будет дальше, непонятно. Ну, давай попробуем. Сама по себе Далия деревня тоже друзская, поэтому мы ее не боимся. Не как Дженин, в который мы чуть не попали, и Ум-эль-Фахен. В принципе, все должно быть хорошо. Вопрос, есть ли через нее проезд, ну, в ту сторону, как бы. Сейчас и проверим. Или может спросить, давай спросим. שלום. תגיד, יש יציאה לכיוון זיכרון וכאלה וחיפה רק משם? חזרה? תודה. Ну вот, мужик говорит, что нету, что оттуда мы бы не проехали. Ну хотя домики тут очень прикольные, смотри какие. Балдеж. Ну поехали обратно. Тогда, я так полагаю, придется возвращаться не через Далию, как мы ехали, и по обычной дороге, наверное, будет скучновато, а мы же ищем приключений, поэтому мы все-таки поедем по Мегидо. Это те дороги, по которым мы ездили тогда на оффроуде, но мы попробуем поехать там, выбрать такие маршруты, на которых мы еще не были. Вот, то есть есть какая-то дорога Эйна Шофет, так называлась та речка, которая мы на него были на прошлом путешествии, но остальные названия, Мишмара Эмек и вот этот Джиора, мне ни о чем не говорят. Попробуем так. Люби меня, люби жарким огнем, ночью и днем, сердце сжигая. Люби меня, люби, не улетай, не исчезай, я умоляю. Театр, наверное, Эйна Шофет туда. Рамот Менаше, Рамата Шофет. Эйн Шофет туда. Поехали туда. То есть теперь он говорит Эйна Шофет туда. Интересно. По-моему, мы заблудились, короче. Красная табличка, что тут опасные повороты. Ну ладно. Поехали. Ну вот это Джиора. Интересно, что это такое, да? Мася, тебе интересно, что такое Джиора? Джоара? Я так понимаю, да. Джоара? О. Не интересно. Тогда мы едем смотреть, что такое Джоара, и надеемся, что там нет террористов. Ну, поехали. Сегодня у нас опасное мотопутешествие. Ну, не очень, на самом деле, опасное, но если бы мы не посмотрели на карту, оно бы резко стало, ну, очень опасным. Прям очень. По-моему, мы едем куда-то, колючая проволока, заброшенная будка. Может, это тюрьма какая-то, Джоара? А нам точно надо смотреть, что такое Джоара? Все заброшенное. Да. Мы комнату нам. Быстрее.
А, слушай, в натуре. Таким мы, походу, тут были, слушай. Да. Это военная база для школьников. Как для школьников? Со школы в последних классах ездят на такие военные базы, чтобы познакомить детей вообще со школой, со всем этим, чтобы они, значит, немножко в армию уже шли подготовленные. И стрельбище делают тоже на таких. Мася требует продолжения банкета, поэтому мы едем дальше. Тут немножко... А? Туалет. Фу. Ну, мы посмотрели, что такое Джоара. Ну да. Я вот эти вот помню, я из них метлой стреляла. Точно. Слушай, а может мы проберемся внутрь? Может быть, у них там осталось оружие? Или еда? Что-нибудь? Не, ну все выглядит старым и заброшенным, кроме знака, что тут все снимается 24/7. На камеру. Ну ладно. Ну было бы интересно, я поэтому и хотела продолжить ехать. Может, можно было бы вокруг там посмотреть. Да и какой солдат оставит за собой еду? Главное, она говорит, не какой солдат оставит за собой оружие, она говорит, какой солдат оставит за собой еду. Что-то в этом есть. И да, я предусматриваю ваш вопрос, да, у нас школьники уже стреляют с автоматов. То есть, если ты школьник, и ты едешь на вот эту вот штуку, она называется Годна. Если ты едешь на Годну, то там ты будешь стрелять боевыми патронами из боевого автомата, будучи, когда тебе 16-17 лет. Я вам говорил уже, страна защищенная, по самое я не хочу. То есть, по сути, даже те, кто и не пошли в армию, уже умеют стрелять, я умею. Да. Вон Мася не была в армии, а стрелять умеет. И я умею. Как красиво пепел носит по салону, возят пацаны кругами, расплываются районы. Ни о чем жалеть не буду, что оставил, небо скроет. Опять свобода, я ныряю с головой. Пьяный, пьяный, пьяный дождь пробирает дрожь. Ты же в эти небеса больше не придешь. Неосознанный туман палит, как огонь. Пьяный, гордый паренек потерял любовь. Так, ну что, ребят, мы удостоверились по карте, что мы в безопасности. На всякий случай поняли, где не надо поворачивать направо, а надо будет налево. Но у нас тут какой-то такой маршрут. Сбоку от дороги написано Эль-Андарта Лехалалея Кибуцим. Как это переводится вообще? Это памятник в честь... Нет, Халалей. Солдаты? Солдаты кибуцим, поселков, деревень. Ну да, поселок. Короче, мы там никогда не были, и мы собираемся туда поехать. Если дальше будет такая же легкий такой оффроуд, тогда доедем. Погнали, чё. Кстати, уже 5:30. Через 1,5 часа начнет темнеть. Ну и ладно, веселее будет. Главное, какая кнафа питательная. Вот мы единственное, что сегодня кушали, это ее. Ага. Все еще не проголодались. Да, но было падение сахара. Как тут красиво. Так резко упал сахар. И чувствовалась такая своего рода усталость, что ли. Обалдеть. Очень круто. В Израиле это самое красивое время года. Так, ну наверх мы, наверное, не будем рисковать. Там как-то высоковато гора идет. Не будем рисковать, потому что спускаться. Но спускаться мы, да, мы офигеем.
Ладно, давай на лайте тут налево. Ты говорил, главное с той дороги не сворачивать вправо и поехали вправо. Ага. Кратко о нашем чувстве самосохранения. Ну да, есть у нас. Есть за нами такие погрешности. Да, очень густой. Совершенно не израильский лес. Слишком густой для израильских. Присутствует такое навязчивое мнение, что мы вот вообще не туда едем. Ну да. Но очень красиво. Поэтому мы поедем дальше. Обещали памятника, его пока нет, так что... Ну да. Хотя, мне кажется, как раз памятник был направо там, где мы не поехали в гору. Да, абсолютно. Здесь памятники все не в виде вот скульптура человека или кого-либо еще. Это запрещено религией. Серьезно? Я этого не знал даже. Так если памятник, то какой-нибудь там камень мемориальный какой-нибудь доской. Вот, а именно скульптура в виде человека или зверя запрещена религией. Круто. Боженька запрещает евреям. Ну тут прям балдежно красиво. И дождь начался. Ё-моё. Ё-моё, а как мы по всему этому в дождь выйдем? Да. Попадос. Я не думаю, что сильно говорят. Надеюсь. Там военная машина и нет. Показалось. О, люди. Мы у них сейчас спросим. Чё как? Тут велосипедные тропинки. Да-да, по-моему, Инесса про них и говорила нам, что где-то тут можно покатосить. שלום. תגידו חבר'ה, אם אני ממשיך לשם, אני אגיע איכשהו זיכרון, חיפה, משהו. משם? אוקיי. ומשם לאן? אתה ממשיך ישר, איפה המעבר של הפירות? לפרות. אתה לוקח שמאלה, ממשיך ישר בודקים. יותר קרוב אולי פשוט חזרה? גם חזרה אתה יכול. זהו, שנייה תסתבר. פה? סבבה, תודה. Ну вот, ребята говорят, что если бы мы продолжили ехать прямо, хрен бы мы куда доехали, еще глубже в лес. Говорят, можешь обратно, можешь отсюда. Но поехали отсюда, посмотрим. Ничего себе там спуски. Где мой эндуро, когда тут такие классные дорожки? А вот и памятник. Да, но там только одного, а было написано, что много. Так может быть эти памятники вдоль всей дороги раскинуты? Или может быть это памятник, как мотоциклистам ставят вообще? Обычно на таких местах мотоциклистам ставят памятники. Ну как на таких? Там, где разложился, там и памятник. Туда? А, ну да, вроде говорил. По коровьим носам. Давай туда. Ого, река. А, слушай, реально, это ж та же самая река. Нет, это не она. Она же. Наверное, вон она вдоль всего идет этого. Реально, мы просто доехали до той же реки, походу. Ой, нет, я не проеду, страшно. Ой, ой. А, там еще одна. Не, слушай, вот эту точно не проеду. А, нет, это не река уже, Мася, все. Что мы пугаем зря? Трррр. Вроде бы как-то куда-то выбираемся, хотя по сути я вообще хрен знает где мы. Даже приблизительно. То есть мы как-то оттуда ехали, теперь отсюда, я не знаю, где мы выйдем. Красиво и хорошо. Ну да. Змея.
О, дорога! Так, ребят, все, мы нашли дорогу, которая наконец-то выведет нас обратно в Хайфу или домой, или хоть куда-нибудь. Спасибо вам большое, что посмотрели видео, оставили свой лайкосик, подписан, обязательно посмотри предыдущее мотопутешествие. Тебе, уверен, понравится, если тебе это понравилось. И еще раз спасибо ребятам за поддержку в виде доната, вы супер просто. Все, давайте. Есть еще телеграм-канал, вот сюда подписывайтесь. Там мы обсуждаем наши поездки, вообще Израиль и все, что касается канала. Чувствуй себя как дома, заходи без тапок, вообще не переобувайся. И все, ребят, предыдущее видео путешествия смотри тут, а мы продолжим домой. Пока, пока. So have you ever